Здрасте. Ну что ж, да, Охайо. Всем привет. Возвращаемся в Геншин, наконец-то. Немножко, на самом деле, соскучился уже по Геншину. Райка, привет. Кирару, привет. Ну что, сегодня наши планы всем известны, поэтому сейчас мы посмотрим, что у нас... А почему я курсор не вижу? А я не вижу курсор. Вы видите курсор? Не видите, и я не вижу. О, теперь вижу. Спасибо, игра. Так вот, мы получаем вкусняхи. Вот такие вкусняхи. Сейчас, секундочку. Вот. Задание легенд я сегодня тоже хотел пощупать, но мне нужно понимать, что именно нужно делать. У меня почему-то четырехлистный клевер, глава 1. У меня здесь какие-то узоры на ней плавают. Какие-то буквы. Может быть, что-то важное? Так, ты забыл, кто ее моё? Ты Райка? Уайт, привет. Даня, привет. Временет, привет. У меня все нормально. Проходи. Иди с Кли проходи. Кли. Спасибо за подарочек. Доброе утро, Риви. Опять. Ну да, блин, секундочку. Да, у меня ТикТок подключен не туда. Простите. Секунду. Вот. Давайте пока... Да, вот, Ривичка появилась. Я вас включу. Ирина, приветик. Называй меня Ника. Блин, если бы ты переименовалась в Нику, было бы намного проще, прости. Я постараюсь. Спасибо за подарочек. Самое первое. В самом начале. Понял. Ладно. Раика говорит Кирару привет. Всем здрасте. Даня говорит Лоли с бомбами. Лоли с бомбами. Ну что, Уайт говорит, давайте. Я, уже за 2 месяца 4 раза болею, капец. Капец. Поправляйся, ты что? Одевайся теплее. Риви говорит Ютапчику привет. Ладно. Мы не будем распыляться. Я уже забыл, какие цели я написал в телеграм-канале. Кирару говорит привет. Давайте ежедневку сделаем. Как поживаете? Вот, Раика маленький говорит, шаг для Хиличурла. Хиличурла собирается построить... шоколад, нет. А потом мороженое. Зачем? Даня говорит, Тенра видел гейплейма в Уике. Нет. Кирару говорит, это же... видел, да. Так, тихо, осуждаю. Кирару, ты же знаешь, зачем. Отыщите Анну. Анна пропала. Быстро на поиски. Все. Сюда. Ежедневку вот эту сюжетную выполним и пойдем дальше. Так, я вас вырублю. Озвучку. Буп. Так, проверим, пропадает ли чат. Пропадает. Все. Я себе сделал вот такую кнопочку, шорткат, чтобы чат с экрана пропадал, и я мог делать превьюшки. Еще мне Фокс сказал, что если нажать слэш, пропадает интерфейс в любом месте, даже в данже. Да, она будет по центру камеру не подвигать, но это уже что-то, понимаете? Кто не знал, на компе, если нажать слэш, это клавиша над энтером, то пропадает интерфейс. Вдруг вам надо. Сервер Европа, да. Нет, подожди, она же уже пропадала, она сбегала, мы ее находили на ладонях. Нет? Привет, Тенра, привет, чатик, привет. Так, все, никого не вижу, никого не слышу. Как могло такое случиться? Что случилось? Здравствуй, хорошо, что ты пришла. Приняв лекарство того целителя, Анна немного стала поправляться. Раньше она болела и была так слаба, что почти не покидала постели. Теперь она выздоровела и постоянно... Спасибо за подарочек, привет. Зовет меня гулять, а отказать я ей не могу. Но теперь эта гулёна вовсе пропала. Помоги мне ее разыскать. Ну, на самом деле, вид у тебя достаточно радостный. Понятное дело, почему он радостный. Как бы сестра начинает... Ой, блин, у вас на чат налазит. Секунду. Вот так. И вот так. У вас чат на чат налез. Вот, по поводу
Она проголодается и сразу придет домой. Не, давайте мы скажем, что он довольный, чтобы он понимал. Радостный. Так, давай без шуток. Только она окрепла и тут же упорхнула, как чтоб та бабочка. Ух, и влепит ей... Влепит? Кто? Когда она вернется? Кто влепит? Ты не тронь, ты не бей ее. Я обыскал весь город, осталась гильдия искателей приключений, но я совсем вывелся из сил. Стоит проверить и там, может быть, Сайрус что-нибудь видел. Надеюсь, ты найдешь Анну, иначе мне придется опять искать ее самому. Блин, а если она реально скажет, типа, все, я выздоровела, я буду теперь искателем приключений и беда. Это же капец будет. Прям совсем беда. Потому что она слабая. Какие искатели? Глория? У тебя повязка на глазах. Всем приветик, кого не видел. Я не узнаю этот голос. Я не узнаю этот голос. Вы пришли издалека. Пускай я не могу вас увидеть, но я готова вас услышать. Окей. Кто ты? Ох, прошу прощения, я забыла представиться. Меня зовут Глория. Я часто прихожу сюда и жду Годвина. Молюсь, чтобы ему на пути не встретились проклятые хиличурлы или Орден Бездны, чтобы он вернулся домой целым и невредимым. Ох, прости, я опять начинаю жаловаться. Так приятно просто поговорить с кем-то. Кто такой Годвин? Мой возлюбленный из Орда Фавониус вместе с магистром Варкой и другими рыцарями он отправляется в далекую экспедицию. Я не хотела его отпускать, но я горжусь, что Варка взял его с собой. К сожалению, я не знаю, когда они вернутся. Все, что мне остается, это ждать. Годвин, а это не тот чувак, которого мы как-то гуляли по окрестностям Манштата и там натыкались на чувака? А? Влепит, влетит. Какая разница, влепит, влетит? Суть же одна и та же, получит по башке, не? Бонжур, Тенра, бонжур. Нам туда. Так вот, Сайрус. Подожди, нам же Сайрус? Отыщите Анну. А мы хотели найти Сайруса. А вон она. Это она? Будем надеяться, что да. Пиу. Какая ты хорошка. Никак не могу нарадоваться. Бум. Подождите, стоп. Он говорил про Сайруса. Давайте сделаем так. Я сначала с ним поговорю. Я понимаю, что он, скорее всего, на этой башне. Просто интересно, что он скажет. Что проходишь? Побочный квест, ежедневник. Ежедневку про Анну. Доброе утро, какой ранг? 32-й. Ну и дела. Ты здесь какими судьбами? Ты тут случайно не видел одну девушку? Анну, что ли? Она как раз направилась вон той мельнице. Странно все как-то. Я думал, она болеет. Откуда у нее вдруг взялось столько сил? Она поздоровалась и побежала дальше. Ты не знаешь, когда это она выздоровела? Знаю, я выполнял тут задания всякие. Я думал, ты что-то полезное скажешь, если честно. Представляю себе ситуацию, приезжает малыка в манштатской Екатерины на мотике и сдает делики. Я видел. Сейчас все плюются от того, что мотоцикл появился в мире Геншина. Анна, мать, ты чё? Как же тут высоко, братец в жизни не догадается, где я. Эй, что ты тут делаешь? Ох, как ты сюда забралась? Да еще и так тихо. И как ты вообще нашла меня? Поняла, тебе, должно быть, подсказал господин Сайрус. Он всегда заботится о нас с братом. Я увидела и поздоровалась. А он так удивился. Может, мне стоит попытать счастье в гильдии искателей приключений? Сиди дома, ты только выздоровел, ты убьешься в первый же день.
Что? Мой брат ищет меня? Ох, все, время пролетело так быстро, что я и не заметила. Понятно. Я еще немножко побуду здесь и пойду домой. Ой, дурная мать. Вот ты дурная, конечно. Только поправилась, уже бегает по всяким крышам. Ну, что за женщина? Крутил часку? Крутил, но буквально 15 круточек мне не выпало. Бум! Эпично. Ты нашла Анну? Она сидит на вершине мельницы. Мельницы? Как эта ветреница там оказалась? Я сейчас же пойду туда. Что? Она хочет стать искателем приключений? Она еще даже полностью не выздоровела. Я-то не против. Как не против? Ты что, дурной? Пусть посмотрит мир, но сначала ей нужно выздороветь. Спасибо. Я пойду поищу ее. Ишь ты, едва выздоровела и сразу куролесить. Надо бы ее проучить. Так, ты ее не бей. Слышишь? Не вздумай. Вот. Мы выполнили основной делик. Теперь я предлагаю пойти... я не помню, как ее зовут. Там есть мать. Бум. Вот. Кот-алкоголик. С кем бухаешь? Стэнли? Стэнли, это ты кота споил? Зачем? Это же котик. Котик-алкоголик, горе в семье. Кстати, да, я видела ТТ Мавыка на мотоцикле. Вот и теория тихая, да. Так, и устраивать шоу не надо. Приветствую, последнее время нам не хватает рук. Твоя помощь пришлась бы очень кстати. Что скажешь? Я скажу? Какова моя репутация в Манштате? Вот. Вот. Блин, а я теперь это все не вывезу, да? Потому что у меня уровень мира повысился, и меня теперь будут все обижать, да? Сведения очевидца. Недавно мне довелось пообщаться с одним другом из гильдии искателей приключений. И она рассказала, что когда была около кладбища мечей на дне ущелья Дадупа, мы, кстати, там были, то увидела, как это называется, какого-то там охотника. Судя по ее описанию, это необыкновенный механизм, который очень ее восхитил. Говорит, он даже может выпускать ракеты. Думаю, кстати, в мире Геншина есть ракеты и роботы, но нет мотоциклов. Теперь, в принципе, у меня нет больших вопросов по поводу мотоциклов, потому что реально тут же есть вот эти големы, которые выпускают ракеты, всякие механизмы, почему бы не быть мотоциклом? Думаю, если бы у нас были такие же машины, то нам бы ничего не угрожало ни на дорогах, ни в лагерях монстров. Ну давай. Согласно разведданным, цель имеет следующие характеристики. Особо зверепый, невосприимчивость к криоурону, невосприимчивость к гидроурону. Также цель имеет следующие слабости. Увеличить урон персонажей, использующих двуручное оружие. Это мы можем. Ну давай. Посмотреть карту. Вот сюда. Подождите, я могу сразу взять несколько заданий? Чтобы не бегать туда-сюда. Не могу. Прогресс недели. О, прошу помощи, Глория. Мы только что с ней разговаривали. Прошу помощи. Годвин давно не писал мне писем. Может быть, с ним что-то случилось? Или, может быть, он встретил какую-нибудь девушку-рыцаря на своем пути? Я очень волнуюсь за него. В любом случае, сходи и убей всех. Так, я очень волнуюсь за него. Говорят, что развеянные по ветру семена одуванчика несут с собой твое самое сокровенное желание. Я попросил искателей приключения развеять их за меня, но мне кажется, они делали это недостаточно искренне, поэтому в этот раз я хочу развеять семена сама. Если кто-нибудь из искателей приключений хочет мне помочь, пожалуйста, принесите мне семена 3 цветков одуванчиков. Я буду с нетерпением ждать вас в Манштате. Мать, а может быть, ты дашь задание, типа, найти его, узнать, как у него дела, и пускать одуванчики. Ладно, откликнуться, чё. Конор,
Прошу помощи. Кажется, из-за моих экспериментов по созданию напитков было потрачено слишком много ресурсов. Семян одуванчика. А тебе тоже одуванчики надо? Нам уже не хватает. А если кто-нибудь хочет помочь, пожалуйста, соберите для меня 3 порции семян одуванчика. Вы что, все на одуванчики подсели? Это местный наркотик? Что происходит? Прошу помощи, мужественный Джек. Мужественный? Правда, что если есть мясо, то станешь сильнее. Я не чувствую себя сильнее. Может быть, я просто недостаточно съел мяса? Я думаю, что мне нужно больше мяса. Если кто-нибудь хочет мне помочь, пожалуйста, принесите мне 2 мясных стейка. Я надеюсь, этого будет достаточно. 2 мясных? Ты что, слабый? Какой ты слабый. Так, давайте пока сюда мы выполним это. Может, только в Натлане. Я ничего не понял. Так, царица будет разрешать на Жигулях. На остров не можешь... А, так, бери все сразу, понял. Так и сделал. В зоне цели заказа. Нам вон туда. Судя по всему. Пацаны, давайте его сразу... Ай, тут же время, тут опять надо найти следы. Так, тихо. Куда? Туда. Пацаны, не буду с вами драться, серьезно. Опять, он будет сильный, будет долго и беда. Стоп, что? А, тебя надо убить. А ты чё молчал? Не, мать, они огненные, тихо. Ого, Тенра, берегись. Что-то там. Ну, давай. Кстати, у меня Шинобу сейчас получается как хиллер в команде, правильно я понимаю? Мы в прошлой серии делали так. В Геншин захотелось. Ну, конечно, заходи и играй. Блин, мне надо Дехи отхилить. Ну, что такое? Так, Дехи. Давайте ее отхилим. Можно тебя вот так вот и Дехи возьмем. Все. Мне кажется, блин, Барбара, конечно, хилит намного лучше, плюс ее ульт хилит вообще всю команду в инвентаре. Не знаю, Шинобу нравится, она мне визуально больше нравится, чем Барбара. Серьезный противник, будь осторожны. Кто противник? Нам туда, наверх, окей, поехали. У меня теория. Тенра как так нравится Чиори, потому что они схожи имена Ники. Что? Тенра и Чиори? Как они схожи? Мне она нравится, потому что она хорошка. И она нам контент дает периодически. Так, нам наверх, окей. Поехали. О, это мы любим. Гидра нам тут не поможет, надо поменять тактику. Что? А, это записка. Кладбище мечей. Мы вот тут открывали, а тут был большой сундук закрытый. Что это такое летит? Там что-то слетело странное. Бум. А, вот он. Здрасте. Здрасте. Тихо. Так, он слаб к двуручному... Что? Нас убили с одного удара? И еще раз убили с одного удара. А можно не надо, пожалуйста? Что началось? Я не понимаю. Так, давай силу съедим. И давай, блин, нам надо поготовить. Дехи, ты такая прожорливая, мать, ну ты чё? Так, ты тоже поешь. Спускайся. Спускайся быстрее, у меня времени нету. Слышишь, ты собака. Все, он не спустится.
Можно фишель? Ай-яй-яй. А, его надо было ударить, серьезно. И он еще и в стан попал. Тихо, тихо. Уйди. Дыхи, бей. Он к тебе слаб. Он чувствует к тебе слабость. Давай. Сюда. Все, нормально. Жесть. Так, у нас вот здесь сидит мать. У нее есть костер. Где она? Вон там. Лайк за озвучку, спасибо. Что? Мазохистка? А, Куки. Я опять неправильно прочитал. Мазохистка Куки. Простите. Так, делаем. Есть же вот этот мем, где сидит такой этот вот пёсель. Типа у него все в порядке. Сидит в огне. Мать, ты чё? О, мясное ассорти. Увеличит физ урон. И что еще? Манштатские оладушки. Фокс говорил, что они топ. Выбранный персонаж 34% от макс хп. Плюс. О, неплохо. Прошу прощения. Что-то в горле пишет, можно? Так вот. Мы, во-первых, готовим то, что мы еще не готовили. Вот. Лепешка Мора. Мы можем, она восстановит 150, но мы ее приготовим еще 4 раза, просто потому что нам надо. Бум. Бум. Я напомню, мы собираемся стать великим поваром. Круче, чем та из Льюэ. Бум. Все. Ага. Так, это готово, готово. Вот это... Восстанавливает выбранному персонажу 20-24% от макс здоровья, плюс 1500. Давай. Нам надо 8 раз это приготовить. Давайте я вам пока включу озвучку, чтобы я мог с вами разговаривать. Бум. Подождите, нолик это что? Какая это клавиша на клавиатуре? Есть? Это О? Это 0? Это... B? Что нажать, чтобы вот эта кнопочка нажалась на компе? Просто это неудобно мышкой туда тыкать. Скажите, пожалуйста, кто шарит. Дашас говорит, ее нет, к сожалению. Беда. Это очень обидно. Было бы очень удобно, если бы она была. Может быть, можно... у меня бонус был. А, это потому что Барбара готовит. Барбара, какой ты молодец. Звездный шеф, сюда. Я же говорил. Мишлен получили звезду. Давай тебя. Капец, мы кулинары, чат. Уэллс говорит, Барбара лучшая. Ну. Короче, Шинобу она классная. Очень красивая. Даня говорит, яичница топ. Я Хилить может и та же Куки, Барбара, Джин, Беннет и Д. Я возьму Барбару обратно в команду. Уф, мясное ассорти увеличивает физурон. А есть то, что еще хилит? Вот. Мне не хватает чего? Варенье. Девлаурик говорит, оладушки ты сделать заготовка... не сможешь на постоянку, там слишком дорогие ресы нужны. Топ-еда это курочка и голубцы. Есть еще одно блюдо, на него можно просто купить ресы. Сахар. Так, получить все. Сахар. Подготовить. Мелс говорит, возьми цыпленка. Сейчас, я подожди. Вот оладушки. Варенье. Готовить. Даня говорит, Нухазе у меня 10. их 400+. Вот так. Так, окей. Что у нас тут есть? Подожди, цыпленок. Да, вот это все есть. Сборная запеканка. Воскрешает выбранного персонажа, восстанавливает 1500 хп. Раика Неплохо. говорит, почти готово, осталось лишь заморозить. Я все это время готовила, я люблю готовить, просто обожаю. Тоже люблю готовить. Уайт говорит, Тенра, ты смотрел One Piece? Девлаурик говорит, буквально 400 это вообще серии много. У меня еды под 300 5. мне не зашло. Бум.
Нам надо собирать ингредиенты. На самом деле, я сейчас меньше внимания стал обращать на всякие цветочки, грибочки и прочую фигню. А нам это надо. О, краб. Восставим выбранному персонажу 30-34% плюс 2000. Киреру говорит, ты можешь попробовать джойстик подрубить, и с ним легче будет. С ним легче играть в Геншин? Даня Серьезно? говорит, так это только оладушек, да и мне хило шелонен хватает. Чат, я могу подключить Даня говорит, за 2 контроллер. стойки ульта есть. Мне стоит это сделать? Будет удобнее? Бонус, Барбара, Мелс ты говорит, молодец. я коплю еду, но она быстро кончается. У меня в одном отряде нет хилла. Арина Это Иванова плохо. говорит, Тенра, привет. Привет. Ух ты. Киреру говорит, ну мне зашло. Это от тебя зависит. Светлая нафильтрованная Нет. говорит, в ТТ найди испу на рагу. Фонтейне. Проблем с едой вообще не будет. Все ингредиенты покупаются. А-а. Просто, нет, я не говорю про индивидуальные впечатления, а про то, типа, не криво ли здесь реализовано Киреру управление говорит, с через другой контроллера. ап на ПЭС играла, и там было удобно. Угу. Девлаурик говорит, лучникам нет, и привыкать надо к кнопкам, но вообще да, довольно удобно. Ну-ка, давайте сейчас попробуем. Светлая нафильтрованная говорит, ну так, кривовато. Ну, давайте сейчас попробуем. Так, Нолик. Очнись, подключись. Ты жив? Ты мертв? Ты что? Ты кто? Или мне Нико нужно... говорит, привет, Тенра. Привет. Мне нужно в настройках менять управление. Настройки. Управление. Клавиатура, мышь, геймпад. Светлая нафильтрованная говорит, ты на Европе? Да, я на Европе. Ну вот, Джент говорит, теперь мы с за такие геймпада чаты. играем. Дайте рек-контроллер для Геншина на телефон. Так, Никита говорит, сухпайок, класс, ап там сап. скрыть обзор. Да. Киреру говорит, I don't know. Светлая нафильтрованная говорит, вы звездочка. Так, Змейко говорит, я зашел к тебе на стрим спустя 100 лет. с возвращением. Кстати, а почему у меня Светлая интерфейс нафильтрованная уменьшился? говорит, хочешь помогу чем-то. Из-за того, что я подрубил контроллер. Так, ой, блин, сейчас все кнопки перепутаны. Я сейчас буду привыкать очень долго. Давайте я вне стрима попробую привыкнуть. Как мне открыть настройки теперь? Так, ты не то. Да, ты, вот. Ой, как это непривычно. Тут еще и закрывать не на нолик, а на крестик. Что происходит? Отмени. Как навигация? Ё-моё, стиком. Не, это к этому надо прям Девлаурик привыкать. говорит, я ж говорил, привыкать надо. Очень надо. Да, я Раиса нажал на говорит, крестик. осталось лишь помыть посуду и ждать заморозки. Кого ждать? Заморозки? Здесь надо на нолик нажимать. Это так Аудитор неправильно. говорит, Нолик я это могу всегда помочь. отмена. Все, нет, подожди, геймпад пока отменяется. Девлаурик говорит, кнопки поменять Вот. можно, кстати, в настройках. Это хорошо, я так и сделаю потом. Я под себя настрою. Вот, так вот. Что мы тут Раиса делаем? говорит, заморозки моей заготовки. Заморозки, понял. Так вот, что мы делаем? Мы возвращаемся... нам же нужно найти эти сейчас попутно одуванчики. Не-не, Джей. Одуванчики. Что? Алкогольный ингредиент? Это для алкоголя. Отслеживай цель. Что? Никита говорит, срочно достань сухпайок. Раика говорит, где думаю, достать? через часа два Это все что, в будет Манштате? готово. У меня, наверное, они есть, поэтому он мне показывает, что нужно просто сдать. Что дуванчики у меня реально есть. Так, мать, привет. Насчет семян дуванчика. Вы увидели мое объявление и пришли помочь. Спасибо вам большое. Вы принесли семена одуванчиков? Да, вот они. Положите мне их в руку, пожалуйста. Спасибо вам. Семена... Что? Мне не хватает. Игра, ты что меня забулила? Прости, мать. Нету. Извините. Пойдемте. Тогда сдадим квест по поводу Дашис мобов. говорит, сухпайк это награда за уровень репутации в Монде. Ну все. Норма. Норма? У тебя все норм?
Все хорошо? Все норм. Что ты делаешь? Мико говорит прикольно. Я собиралась купить что-нибудь поесть. Так, я вас выключу. Так. Но я шла не на рынок. Так, но я шла не на рынок. Я хотела заказать еду в ресторане. Мужу давно уже надоела моя готовка. Так, уйди учись и приготовь что-нибудь новенькое. Ты чё? Вы путешественники, славно. Говорят, в Лиюэ много разной еды. В одном городе даже существует несколько различных кулинарных направлений. Да, Ли и Юэ. Когда-нибудь я хочу там побывать. Хорошо. Тебе билет купить? Овощной суп. Ну такое, это же не еда, это так, добавка. Суп, я не считаю суп едой, сразу говорю. Для меня суп это не еда, это что-то вот такое, как компотик, запить нормальную еду. Поэтому иди готовь еду. Найди рецепт, купи рецепт. Я люблю готовить, я бы приготовил. Так, рассказывай. Угу. Собрать награды. Сюда. Опять. Эти штуки называются Стражи Руин, да? Недавно в окрестностях города на дороге, проходящей вдоль храма Тысячи Ветров, мне довелось увидеть одного своими глазами. Выглядит потрясающе интересно. А внутри есть пилот? Мы это уже читали, кстати. Так, что он? Имеет следующие слабости. Значительно увеличен урон персонажей, использующих одноручное оружие. Здравствуйте, так и есть у меня. Поехали. Короче, мы идем туда. Там попутно ищем одуванчики, потому что нам надо. Вот. Давайте я вас верну. Все. Блин. Санатамик Куда? говорит, за репутацию взялись. Да. Потому что, Никита блин, говорит, мы бездельники. когда будет Натлан. Ой, не Тукам скоро. БР говорит, чтобы семена получить, возьми анимо гада и ишку зажми на одуванчиках рядом с Манштаттом. Так Хиро работает? говорит, Ола, я тебе важную инфу написала. Где? А ты взял и вырубил озвучку. Точка. Прочитай выше обязательно. Блин, оно прям так выше. Ну, хорошо. Я прочитаю. Так, ты виноватый во всех грехах, да? Уф, Дехи разносит. Меня жарят. Спасибо за подписку. Так, срочно. Во-первых, Шинобу, живи, мать. Во-вторых, не гори. Я нажму L. Я не могу сейчас поменять, серьезно. Так, Шинобу, хилься. Так, что происходит? Спасибо за подписку. Мы идем туда. Хилься. Ой, вот этот неприятный пацан стоит. Девлаурик говорит, Синобу без 6 по сути будет постоянно подыхать. Да. Ну вот оно у меня отъезжает. Паёк нужно сделать из ингредиентов у кузнеца. Когда сделаешь, можешь на Z и Бегим. автоматом кушать, восстанавливать персов. Понял. Ой-ой, не то нажал, ладно. Так, ты отхилилась, Фишель хиль. Так, Дашас говорит, куда? ты можешь поменять отряд, когда мобы перестанут написать на тебя. Нет. Л. Ой, да, точно. Я думал, из-за задания я не могу поменять. Так, Шинобу, мы тебя меняем на Барбару, потому что надо. Все, Барбара, давай. Девлаурик говорит, так прикольно за новичками наблюдать. Я не понял, а почему... Я же только что там был, почему он меня опять отправляет туда? Фременит говорит, простите, что вышел, решаю вопрос с ошибкой подключения сервера Геншина, пока ничего. О, вон он, здрасте. Давай. Я же тебе написал, то, что я тебе написал, тебе помогло хоть как-то? Тихо. Какой ты недружелюбный, я опять отлетел. Так, Барбара, делай дела. Во, сейчас Барбара разберется.
Девлаурит говорит, Дрихи опять стражу отлетела. руин Ну надо как тоже так попасть жить? лучником, тогда он просто сядет и будет сидеть. Мелком говорит, у меня иммунитет к перцу. Дашас говорит, у меня Барбара, иммунитет хиль. к перцу. Кирору говорит, когда нагрел роботов бета и побежал на каноне с 35 уровней. Ох уж эти задраты. У него иммунитет к пиру. Бум! Пес. Так, Барбара. Ой, Барбара. Барбара. Барбара не хочет хилить нас. Тихо. Все, капец тебе. Итачи молодой говорит, сколько будет еще идти стрим. А будет еще идти 1,5 часа. Итачи молодой. Так. Нам бы найти одуванчики. Во-первых, Барбара. Хильдехи. Девлаурит говорит, стражу руин надо тоже 2 раза в глаз попасть лучником, Так, тогда он секунду. просто сядет и будет сидеть. Руи говорит, Серьезно? возьми идея путешественника в отряд для Тяри. Не хочу, нет. Аня Мика Не, говорит, не. у входа в монт одуванчики. У входа прям? Хорошо, сейчас. Аня Мика говорит, у ворот прямо полянка. Да. Он заморозил меня в момент выполнения скилла. Это законно? Кукамберер говорит, теперь за одуванчиками. Все, иду. Так, за одуванчиками. Кукамберер Вот здесь. говорит, за анимо года. Поехали. Я понял, но я не хочу Анема ГГ использовать. У меня тут вайфу отряд, поэтому... Извините. А, вы хотите, чтобы я раздул их? А нельзя будет просто собрать? Если я их просто соберу, тогда беда будет? Я не соберу то, что мне надо. Семена именно. Я соберу, получается, цветок. Алдиктоп говорит, нет, нельзя. Угу. Кирору говорит, ли нет, возьми и раздуй. Да, я Линет возьму. Кукамберер говорит, не получится просто. Все понял. Руи говорит, Так, без анимо они Кирару не сказала соберутся. там что-то важное. Кирару Супеху говорит, нужно ты сделать не из соберешься. ингредиентов у кузнеца. Когда сделаешь, Девлаурит можешь говорит, назад. да, Я же это у него читал. глаз погаснет и у него уязвимость появится. Не забывай на фиш-лишку нажимать. Понял. Аня Мика говорит, возле Так. входа, как к Катерине Вот идешь. Элли говорит, Возле без входа? раздувки они не соберутся. Прям вообще возле входа? Алдиктоп говорит, Вот там тут? даже цветка не будет. Ну ладно. Пойдемте Аня посмотрим. Мика говорит, да. Хорошо. Кирору говорит, я тебе еще раз написала. Точка. Ага. Линка Ну, я говорит, это видел. приветик. Приветик. Кирору говорит, чтоб прослушал. Дашас говорит, привет. Привет, Элли всем говорит, привет. да, у входа в монт. Я иду. Кукамберер говорит, там слева. Вот, вижу. Так, нам надо дуть. Дуть, подуть. Семена. Одна. Где же оно? Что ты ищешь? Шалфей. Ты ищешь шалфей? Линка говорит, бать, как Щас. дела? Все нормально, как твои дела? Так, шалфей. Семена одуванчика. Здравствуйте. Привет, дружочек. Пока, малыш. Что это такое? Аня Мика говорит, и справа Эй! еще. Так, сейчас. Да, я понял. Я вас пока выключу. Эй, а вы слышали о море одуванчиков? Что? Море одуванчиков? У меня тоже вопрос. Угу. В одной книжке я прочитал, что где-то в Манштате есть преогромное море одуванчиков. И в нем даже бегают говорящие лисята. Это Фокс и Эшли. Спасибо за подписку. Говорящие лисята? Да, мне бы очень хотелось поговорить со зверятами. Но я не знаю никого, кто бы умел разговаривать с животными. А хотя нет, один раз я видел мальчика в зеленой одежде. Это вот этот чувак, который волк. Правильно? Я сказал маме, что видел, как он разговаривал со зверятами, но мальчик сказал мне, что мне послышалось.
Я сказал маме, что видел, как он разговаривал со зверятами, но мальчик сказал, что мне послышалось. Я так понимаю, здесь косяк перевода. Здесь, но мама сказала, что мне послышалось. Окей. Понял, принял. Так, М. М. Вот, я вас вернул. У него так, все норм. Поискать, покачать персонажа на будущем мучиться, как я. Я не понимаю. Да? А про кого он говорит тогда? Стоит ли ему сказать? А что вы скрываете? Радмир говорит, какой РП. Секунду. 32-й. Я так больше не могу. Серьезно, шалфей, розмарин? Ведь никакого моря одуванчиков не существует, верно? Это же просто детская сказка, выдумка. И вот мне... Как мне ему об этом сказать? Или не стоит? Петрушка. Вы чё за салат семейный пришел тут? Даже если выдумка, разлучаться с ней нельзя. Мы мечты... Петрушка? Ну да, Петрушка. Из мечты рождается надежда, а надежда приносит возможность. Или ты забыла о тех снежных дядьках, деньках дома, деньках дома, когда ты была моей кабаньей принцессой? Что? А я твоим волчонком? Подождите, это отсылка к книге. Помните книгу, где про мальчика-волчонка и про кабанью принцессу, когда они там с ней задружились? Они, походу, начитались этой тоже книги и устраивали ролевые игры. Так. Петрушечка, а помнишь, как мы когда-то мечтали очутиться в Селестии? Да, и сейчас. Конечно. Пусть малыш Шалфей еще побудет среди сказок и фантазий. Ведь на то оно и детство. Понял, теперь я все понял. Вы начитались книг, а еще вы любите салат, и поэтому беда. Так, М. Как относится к... Так, никакой политики, за это бан. Кисел говорит, о каких снежных дядьках Хола. Извините, дядьки там. Эндрюс говорит, опа, стримчик с утра пораньше. Здрасте. Здрасте. Это так сложно собирать. Какое? Ну давай. А я что-то опоздал. Ты опоздал на 42 минуты. Кисел говорит, сахарозу возьми. Да нет у меня сахарозы, я бы с радостью. Хочу сахарозу очень сильно. Говорит, эхо, поняла? Ты ж другую игру стримил. Ты ж другую игру стримил? Ну я же разные игры стримлю. Оно не собирается. А нажатую ешку что-то происходит другое? Сейчас, секунду. Никита говорит, будешь крутить часку. Буду. Вот. Зажатая ешка. Это что такое? Жаль, не собирается, это было круто. О! У тебя появилось, что ты рыбак. Большой черный кит в открытом море. Да, это точно будет бестселлер. Мы с ним разговаривали, он книгу хочет написать. До свидания. Я так понимаю, рыбалка у меня еще не открыта по сюжету. Жал, очень жал. Кисел говорит, 35 вроде надо. Ну, значит, уже относительно скоро. Все, нам хватит на все, я думаю. Мы пойдем сдавать все это дело. Линка говорит, ладненько, пока. Линочка, давай. Пока-пока. Ну что, какова репутация? Кисел говорит, собака Линка, подчеркивание 653 пока. 4-й уровень, сюда.
Как-то раз немного южнее каньона Светлой Короны, в месте напротив собора, где открывается особо захватывающий вид, мне попалось на глаза странное устройство. Но думаю, сейчас посмотрю, что это за механизм. И тут он сдал... мы Алла это читали. говорит, привет, как дела? Привет, все нормально, как твои дела? Также имеет следующие слабости. Уменьшить все виды элементального сопротивления. Делает. Я прям Фременев исправный. говорит, зашел в монитор Брандмауэра, защитника Windows в режиме повышенной безопасности, и тут хазе, что тут творится бардак. Бардак чини. Так, пойдемте. Сдадим квесты. Лайли Смарт говорит, батя тебя вчера смотрел, мне скинул. Типа, там Джон снимет. Эндрюс говорит, будешь вылавливать 20 Непонятно. рыбок ради ачивки хе-хе-хе. Я буду, и мне нравится рыбачить. Я в World of Warcraft капец много рыбачил. Я не узнаю этот голос. Вы пришли издалека? Кирору говорит, Так, нам это уже это. Насчет семян дуванчиков. Ах, вы увидели мое объявление и пришли помочь. Спасибо вам большое. Вы принесли семена дуванчика, да, вот они. Положите мне их в руку, пожалуйста. Спасибо вам. Вот тебе семена. Выбрать. Отдать. Да, действительно, семена одуванчика. Спасибо вам. Кисел говорит, Ах да, у меня для вас небольшой подарок. Возьмите. Надеюсь, ветер примет мое желание. Надеюсь, ты лучше в следующий раз, мать, задание сделай, типа, найдите моего парня, где он там жив, мертв. Вот это все, а не вот это все. говорит, у семян одуванчика есть скрытый эффект. Серьезно? Ну вот, я сейчас иду для... Как его зовут там? Конор, который пес. Он же этот винодел. Ага. Алло, я же взял гриб. Ладно. Сейчас, секундочку. Угу. Кисел говорит, я Коннор, и я проверю, как это работает на самом деле. У меня другая ассоциация с Коннором из этого Detroit Become Human. Так, девчонки все еще обсуждают. Кирору говорит, Коннор не пес, он робот. Робопес, значит. Тукан БРР говорит, зажимай ешку за линнет. Ой. Я уже попробовал, да. Кирору говорит, да у меня тоже любимый перс. А вот он. Добро пожаловать на винокурню «Рассвет». Вы пришли на экскурсию. Так, я вас замечу. Насчет семян дуванчика. Ты, наверное, по поводу поручения. Ну как? Собрала 3 порции семян дуванчика. Да. Забирай, пес. Отдать. Да, этих семян хватит на какое-то время. Прими это за помощь. Спасибо. И все, пропал пацан. Был пацан и нет пацана. Не понял. Стоп. Джей. Вот. Мужественный путь мужественного Джейка. Мужественный какой. У меня закрыт телепорт. Можно я сначала открою телепорт? Вот этот отслеживать. Сюда. Спасибо за подарочек. Бу, не надо. Нет, наверх я не пойду. Как мне это обойти? Лучше пойти в другую сторону. Ой, тут большой лагерь хиличурлов. Если я пройду... мне по-любому на гору надо. На самом деле, тогда проще будет вот отсюда пойти. Давайте мы так и сделаем. Мы вот сюда телепортируемся. Так, забыл вас включить. Простите. Все. Тенра, что? Эй, стой! Не читай там ничего, ни с кем ты не... В смысле ни с кем не читать?
Какой Раика го? говорит, фух, я все закончила и еще на халяву сделала фруктовый бутерброд. Ой, это фруктовый Лайли Смарт бутерброд. говорит, у меня маленький вопросик, точка. Вопросируй. Геншин, в такое время, почему? Такое бывает по выходным, у нас утренний геншин. Так Кирилл вот. говорит, возле телепорта с людьми не читай ничего. Понял. Хорошо. Камни, камни, камни. Я чувствую, я вижу, я понимаю, я знаю. Я понимаю, как работает геншин. Кирилл говорит, ты мне обещал горный Все, хребет. все, не кричи. Озвучка так Раика кричит. говорит, ага. Все, я Санатамик понял. говорит, а я мучаю новых легенд день второй. Классно тебе. А я не могу их помучить. Собака. Слышишь Пол ты? говорит, Тэмми, забыл сказать. У тебя на 4 уровня репутации появилась штучка, которая ищет анимоку. Или ты знаешь? Я не знал. Что Линет Кирилл за говорит, дымак я бы нанесла? примерно так же кричала. Ты кто? Дружить будешь? Не будет. Раика говорит, ты пробовал фруктовый бутерброд. Я никогда не пробовал фруктовый бутерброд. Да куда ты бьешь? Не бей огнем, мать, он огонь. Никита Не говорит, надо бить сода огонь тоже огнем. ищет. Серьезно. Санатамик говорит, у легенд хп больше, чем у недельных боссов. Так, что мы делали? Лайли Смарт говорит, ну, у меня в Киото давно не утро. Классно тебе. Я бы тоже хотел побывать в Киото. Мелком говорит, сейчас откроешь задание в горах. Потом будем всем селом помогать. Я обещал Кирару, что она мне будет помогать. Это этот опять собака. Подожди, это не эта собака, Павел? Не понял. Вот этот собака. Мужественный Джек. Что с твоим голосом? Ты же мужественный. Вы хотели мясные стейки? Ты про мое поручение. Ты их оба принесла? Да. Забирай, у меня их полно. Дермир говорит, Идеально. какая у тебя профессия? Я технический директор. Чувствую запах и порции большие. Спасибо. Это тебе за благодарность. Вот от этих стейков у меня точно сил прибавится. Ты иди в качалку, дурачок. Какие силы? От стейка. Это отмазка такая же, как я себе говорю, когда не хочу чем-то заниматься, и мне нужно просто полениться. Так, я пойду. Бай-бай, Кирилл красотка. говорит, он СТОшник. Не верьте ему. К мужественности лежит долгая и тернистая дорога. Не, стоп, я хочу с ним поговорить. Секунду, я Раика выключу. говорит, я впервые узнала про фруктовые бутерброды из манги Sailor Moon. Я не читал. Эй, не проходи. Ох, ты всего лишь путешественница, а я уже решил, что ты хиличурл. Что ты делаешь? Ты знаешь, что означает слово «мужественность»? Джейк из гильдии Искателей Приключений знает о мужественности все. Говорят, что если победить 1000 хиличурлов, то все станут считать тебя очень мужественным. Поэтому я собираюсь доказать всем раз и навсегда, что я самый мужественный мужчина из всех. Ты прямо сейчас собираешься это доказывать? Воу, не так быстро. Разве можно так торопиться? В таких делах спешка ни к чему. Хиличурлы – ужасные создания. К схватке с ним нужно тщательно подготовиться. Сначала нужно подлатать броню, сделать... Сначала нужно подлатать броню, сделать маникюр, сходить к парикмахеру. Битва с хиличурлами, да, она такая. Потому что, вот ты идешь, тебе нужно подлатать броню, потому что хиличурл может быть сильный, и он тебя втащит, поэтому броня должна быть топ. Но ты можешь подойти, и хиличурл может быть очень гламурным. И там разговор совсем другой. Ты должен сказать: эй, парниша, ну-ка постой, да пообщаемся. Сравни там маникюр с друг другом, как ваш лук выглядит. И он от того, что у тебя крутой маникюр и классный лук, он получит такой дамаг по себе, что просто умрет сразу. Потому что к хиличурлам подход должен быть очень разный. Вот так, понятно. Так, М. Вот.
Впервые узнала тогда, да? Так решила приготовить, да? Кисел говорит Тенри гений. Эндрюс говорит: поздравляю всех с выходом Дуэлянта 2. Всем земля пусть будет пухом. Непонятно. Так, почему у меня Дехи опять помирать хочет? Так, ты мне уже больше не нужна, поэтому мне нужна... Ну и дра. Ты это про меня? Ты это про меня? Так, можно давайте вот так вот ультанем сейчас просто Барбаре, чтобы она всех отхилила. Нам не жалко. Все, вот и все. Так, Хиличурл. Ты гламурный Хиличурл? А, нет, это сильный, это мужественный Хиличурл. Поэтому с ним мы вот так вопросы решаем. Санатамик говорит: Дуэлянт 2 сначала мне дал по жопы, а потом я посмотрела обзор на испанском, и по жопы получают они. Бегим, бегим. Кисел Не говорит: буду вас с вами драться. зачем тебе фиши? Что? А, мы же еще, кстати, должны карты поиграть. А, вот он. Так, нам не нужны ваши вот эти светлячки, кругляшки. Санатамик говорит: с черепахой никто не сравнится. Первый был сложнее. Так, я вижу там 2 квеста уже. Кирару, ты чувствуешь опасность? Ты чувствуешь, что я могу просто пойти и выполнить квест, и будет же беда. Меня потом Кирару найдет. Все, я ни с кем не разговариваю. Даже не смотрю в их сторону. Кисел говорит: так, я вижу там 2 бана уже. Где? Кто, кого забанить? Я поднимусь так высоко? Давай. Давай, мать. Ай, молодец. Ты такая у меня умничка прям вообще. Я так рад, что я выбил Чиори. Раика говорит: а почему Кирару найдет тебя? Потому что я ей обещал, что мы с ней пойдем вот в эту снежную территорию, что она мне ее покажет. Здрасте. Ты зачем взорвался? Санатамик говорит: это набор достижений с легендами Натлана, боссы с большим количеством хапа. Все равно непонятно. Так. Кирару говорит: найду и побью. Найду и побью. Алло. Смотрите, Раика мы открыли говорит: все телепорты, ведём правильно? тебе года. Мы вот эту часть только не открыли, но нам нельзя. Нам вот это, но это уже не относится к Манштату, я правильно понимаю? Это уже часть ливая. Стоп, а это что такое? Это что у меня отмечено на карте? А, у меня же еще один квест. Джей. Вот. Кирару говорит: низя-низя. Не понял. Наши друзья животные. Раика говорит Кирару: я тебя понимаю, и я разрешаю его прибить. Алло. Я не понял. Вот это же, это задание, вот это репутационное. Почему я не могу его найти? Вы в зоне. Ну? Аня Мика говорит: это 3-й босс с репутацией. Да, я понимаю, но почему он у меня в квестах не Санатамик отображается? говорит: там, наверное, враг с репутацией. Да. Ох, говорит: открой задание в горах. Мне нельзя пока. То меня тота сделают. Так, по-любому вот эти, да, пацаны? Да. Так, вот так вот тебе огонька. Санатамик говорит: ищи врага с золотым треугольником над головой. Так, не прыгай. Какой ты мощный, 45-й левел, серьезно. Куда? Туда. Санатамик говорит: задания репутации не отображаются в списке вроде бы. Нет, отображаются, я в предыдущий раз 100% видел. С одуванчиками точно. Угу, вижу. Бо! И все.
Так. Кто это? Что это? Наверх? Вроде наверх. Эндрюс Вроде говорит, да. отображаются Да только задания блин. на ресурсы, на боссов нет. Понял. Теперь понятно. Так, не троньте меня. Ани Мика говорит, именно боссы не отображаются. Все, я понял. Они просто отмечаются на карте. Куда мне? Вниз? Так, ты сделала не то. Вверх. Что? Кто-нибудь понимает, что происходит? Что я не понимаю. Ты! Собака! Ты чё прятался? Тафай! Ты куда? Он отъехал. Ох, ну все. Я надеюсь, сейчас... у меня есть Барбара. Все, нам ничего не страшно. Барбара нас спасет. Наверх. Бегим. Бегим. Вот он. Ну что, го бороться? Кисел говорит, у меня монт почти на 100%. Да, ты уже говорил, Кисельчик, ты молодец. Барбара, хиль сразу всех. Тихо. Не отъедь. Барбара, тебе нельзя, ты хиллер. Так, лучница, попасть в глаза. Где? Где ты? Обязательно нужно попасть элементальным? Попал. Он должен потухнуть? Я хочу проверить Кисел просто. говорит, ой, извиняюсь. Вот. Крит урон проходит прям. Есть, да, реально. Сюда. Наталья говорит, я когда начинала играть, меня пугали эти стражи руин. Особенно, когда начинали вращаться. Да, ну от них просто убегать Раиса надо. говорит, Я Геншин тоже Impact привыкал будет к этому хорошим прям. опытом. Санатомис говорит, раньше в данжене поднятия мира был такой. Кисел говорит, стражи руин легкие. Чарли говорит привет. Привет. Ты какой-то такой плотный, если честно. Тебе не стыдно? Тихо. Так, можно, Барбар? Отхиль. Камбаттане. Банкай говорит, новичок. Да. Уйди. Пусти. Все, капец ему. Сюда. Фух. Раика говорит, у меня тупо не скачивается Геншин, поэтому и не могу играть, но я бы хотела сыграть в эту игру. Почему не скачивается? Банкай говорит, капец. Почему капец? Кисел говорит, я бы не сказал, что уже сильно новичок. Ну да, у меня уже 32 Банкай говорит, ранг. меня Геншин Я уже тоже что-то раздражает. понимаю. Эндрюс говорит, в каменном лесу Гуюнь. Так не есть играй. место с 6 стражами, вот там жепа. Жепа это такое. Кисел говорит, тебе бы 45 и будет кайф. Ну, до этого еще далеко. Так, и что у нас что? Собрать награды. Сюда. Здесь мы все выполнили. Репутация, кстати, можем забрать. Что это такое?
Почетный рыцарь. Именная карта «Славное имя почетного рыцаря» уже известно всему городу. Понял. Рецепт. Яичная крепость. Понял. Банкай говорит, я даже это не что понимаю, такое? зачем я играл в Сухпайок. Геншин и донатил туда. Вот он. Фременит говорит, у кого там Геншин не скачивается. А что Кирилл самое... говорит, 8 сухпайок уровень. дали. Нет, это на следующий, Раиса на говорит, 5 я уровне. хазы, я просто скачиваю, Мне не и там хватает. пишет ошибка, это приложение не может скачиваться и так каждый раз. Напомните раз в неделю, да? То есть с этого момента. То есть теперь в следующее воскресенье я смогу только пройти квесты. Правильно я понимаю? Я прав или прав? Я не понимаю. Кисел говорит, нет, в понедельник. В понедельник сбрасывается, Раика понял. говорит, Фременит 140 у меня. Понял, принял. Говорит, с понедельника до воскресенья. Забираем. Сейчас мы к Катерине придем, скажем: Катерина, мать, давай нам вкусняхи. Это что? Задание легенд. И Что по Саюин поводу говорит, заданий привет. легенд? Привет. И что у нас по поводу круток? У нас сегодня будут крутки? Ну такое. Я хочу выбить Сахарозу. Коп Серьезно. говорит, будешь крутить баннеры часки или лини? Да, хочу часку. Пошлите к Катерине зайдем. Нам надо, кстати, Кисел еще говорит, зайти в карты задание поиграть. легенд бесполезная фигня. Ну, Санатамик говорит, мне надо. нет. Просто каждую неделю с понедельника одна К звездам и серия, безднам. некоторые Добро пожаловать в эксклюзивы, гильдию искателей как приключений. еженедельные боссы. Я понял. Мруин Награда. говорит, привет, давно Гильдия не благодарит тебя за выполненные поручения. Вот твоя Раика награда. говорит, завтра утром эфир будет Тенра. Нет, завтра работа. Завтра же понедельник. Экспедиции. Получить все. Повторить все. Котейки. Че, пойдемте играть? Давайте я вас, наверное, пока выключу, Мруин потому говорит, что я Тенра подразумеваю Майнкрафт когда будет? после Нового года. Когда, точно не знаю. Тут сейчас по-любому будут диалоги, поэтому войти в таверну Кошкин Хвост. Сейчас все будет. Кстати, диковинки, ресурсы можно... То, что можно найти только в этом регионе, нужны для прокачки персов. Обновляются раз в 3 дня. Понял. Добро пожаловать в таверну Кошкин Хвост. Ого, да это же Тенра и Пайман, редкие гости. А с ними алхимик сама Сахароза. Давно не виделись. Какой котик с шляпкой сидит. Да, но я уже много раз повторяла, шерсть наших сотрудников не продается ни за какие деньги. Сахароза, ты что гонишь? Нет, Маргарита, мой нынешний визит не связан с прошлыми исследованиями. Прошлыми исследованиями? Сахароза, ты что, хотела провести в таверне какой-то эксперимент? Мне просто требовались материалы, чтобы проверить одну догадку, но об этом лучше в другой раз. Маргарита, мы пришли, чтобы сыграть в священный призыв семерых. Сахароза рассказывает Маргарите о цели вашего визита. Надо же, как мы как раз обсуждали священный призыв семерых. Блин, это такая реклама, они повторяют это каждый раз, это прям в глаза бросается. В последнее время все больше гостей приходит в нашу таверну ради священного призыва семерых. Я решила выделить отдельного сотрудника, который бы помогал бы посетителям. Таким посетителям. Это ты? Ты сотрудник? Ты сотрудник месяца? Ну-ка. Нет. Ладно. Давайте я переведу. Господин принц говорит, что посетитель слишком... Что происходит? Чат. Может ли ТикТок написать какой-нибудь... все. Давайте я переведу. Господин принц говорит, что посетитель, слишком расплывчатое определение, любитель карточных поединков, следует называть игроками.
Если бы вы еще не представлены друг другу, это принц и Шуюнь. Они помогают нашим игрокам. Что вы, госпожа Маргарита, обучение игроков занимается только господин принц, ибо он настоящий мастер карточных поединков. Обычные игроки не в состоянии понять сокровенного смысла речей господина принца, поэтому мне приходится переводить, так что я всего лишь помощник. Ого, еще один человек, понимающий речь животных. Как можно равнять господина принца с обычными животными? Мой господин особенный. Таких больше нет. Такие слова звучат просто оскорбительно. Еще один любитель котеек. Понятно все с тобой. Спасибо за подарочек. Мяу. Да. Шуюнь, в глазах простых людей я ничем не отличаюсь от самой обычной кошки. Их ошибка вполне простительна. Не драматизируй. Виноват. Как интересно. Должно быть, этот эффект достигнут модификации речевого центра. Неужели одно мяу может скрывать столько информации? Ничего себе. Мы с господином принцем научились читать мысли друг друга именно благодаря поединкам в священном призыве семерых. И я верю, что игроки могут узнать друг друга лучше за карточным столом. Игра «Священный призыв семерых» звучит как «учит читать мысли». Да, как-то даже не верится. В общем, с любыми вопросами о священном призыве семерых можете пообщаться с Шуюнь, точнее к принцу. Мне бы очень хотелось самой познакомить вас с игрой, но настало время прогулки, а прогулка это святое. Так что сыграйте в партию с принцем, это поможет вам освоить правила. Мяу, позвольте отказаться. Эта партия не подходит такому искусному игроку, как я. Ведь мастер игры «Священный призыв семерых» подобен священному воину, что видит насквозь все замыслы врага. Да, господин принц, так и сказал. Он придуривается, это как любой любитель кошек. Я такой же, если вы спросите у моего котика что-нибудь, я переведу, и он будет принц, а вы будете все собаки сутулые. Так, похоже, принц не хочет с нами связываться. Ладно, тогда мы будем играть с принцессой, а не с тобой. Не с принцем, а с тобой, простите. Извините, после встречи с таким мастером, как господин принц, я дал зарок, что больше не буду участвовать в поединках, лишь держать карты моего господина. Да, лапками карты не удержишь. Если принц отказывается играть, ничего не поделаешь. Диона, у меня появилась идея. О, что такое? Сначала скажите, что вам надо, у меня много дел. Диона, знаменитый бармен кошкиного хвоста. Теперь не может Что? Теперь не может алкоголь? Терпеть не может, простите. Алкоголь, но обладает редким талантом бармена. Любой напиток, смешанный ее руками, получается невероятно вкусным. Ее превосходные навыки, а также кошачьи ушки и хвост, которые передаются в ее семье, полюбились посетителям и сделали кошкин хвост чрезвычайно популярным. Однако, пожалуйста, не трогайте ушки или хвост Дионы, когда делаете заказ на баре. Если вы перейдете ей дорогу, последствия будут весьма плачевными. Пойдемте потрогаем ее за хвост. Почему любители священного призыва семерых постоянно заказывают себе выпивку? Неужели они не знают, что главное правило игры — сохранять ясный рассудок? Просто удивительно, они как будто не слышали, что с играми и выпивками надо знать меру. Знаешь, о хозяйке таверны приятно слышать, что кто-то еще заказывает выпивку. Вижу, как ты... Прошу прощения, можно я попью? Вижу, как ты умаялась. Отдохни немного. Объясни нашим гостям правила игры в священный призыв семерых. Это что, такой отдых? Ну уж нет. И вообще, зачем мы пускаем этих бездельников играть в священный призыв семерых? Это ведь только поощряет других приходить за выпивкой. Такими темпами виноделие в Манштате выйдет на совершенно новый уровень. Что же? Вот же, чтобы покончить с винной индустрией Манштата, первым делом надо остановить распространение священного призыва семерых. Мяу.
В корне это неверно, Диона. Вспомни, что ты только что говорила. Если хочешь победить, нужно сохранить ясный рассудок. Тяга к победе должна стать сильнее тяги к вину. Диона, господин принц хочет сказать, что вы распространение священного призыва семерых не только не помогает вашим планам по уничтожению винной индустрии Манштата, а также как раз наоборот станет большим подспорьем. Ты правда так думаешь? Хорошо, но гости уже заждались. Диона, помоги им. А коктейлями пока не займется Шу Юнь. Мяу. На плечах Шу Юня лежит более важная миссия. Коктейлями займется Шу Юнь. Да, конечно. Ладно, идем за тот пустой столик. Ну давай, пойдем. Пойдем, мать. Пойдем, отец. Мать, где она? Вот. Диона. Ладно, если хотите узнать правила игры, доставайте колоды, которые вы собрали. Колоды, которые мы собрали? Ну, базовые колоды, с которыми можно вступать в сражение. Ну и лица у вас. Вы что, пришли участвовать в священный призыв семерых с пустыми руками? Ну, не совсем пустыми. Да, у меня есть несколько карт, которые прислал знакомый. Но этого не хватит. Дайте подумать. Для освоения базовых правил нужны хотя бы 2 карты персонажей, чтобы их можно было менять. Вспомнила, пару дней назад, после закрытия, я нашла на барной стойке несколько карт персонажей. Наверное, их забыл кто-то из посетителей. Давайте пока я воспользуюсь ими. А так можно? Я уже несколько дней прошло, а хозяин за ними не приходит. Правда, он мог и специально их оставить. Я ношу их с собой, чтобы сразу отдать хозяину. Ну, понятно, мать. Когда он за ними вернется. Я вовсе не потому, что мне нравится играть. Итак, теперь у нас есть 2 карты персонажей. Можно приступать. Ну что, начинаем знакомство с правилами? Давайте начинать. Хорошо, тогда вперед. Так, давайте перед началом я почитаю, что было в чатике. Как можно котейк не любить? Ну, котик такой милашка, согласен. Котик One Love, +1. Сам собак сутулая. Так, кисельчик бан отлетит. Еще озвучку респект. Хорошо озвучиваешь, спасибо большое. Так, за что ты так со мной тендрят? За что? Что я сказал? Я уже говорил, что не могу зайти в игру из-за одной ошибки. Unable to connect server. Please check your network settings. Перевод не удается получить. Да, я понимаю. Я тебе отправлял в Телеграме, что нужно сделать. О, какая няшная девочка, да. А не бан ли это случаем? За что? О, Тенру с костюмом игру внедрили. Я даже включал Брэдмаузер защитник, не помогает решить проблему. Первый бармен, который не рад алкашам. Видимо, процент от продаж не получает. Так, все. Начинаем. Карты персонажей и виды атак. Мя. Добро пожаловать в священный призыв семерых. Спасибо. Спасибо, мать. Если коротко, тебе нужно управлять картами персонажей, чтобы побить противника. Все карты персонажей противника побиты. Твоя победа. В начале каждой игры нужно выбрать одного активного персонажа. Это Делюк? Пусть твоим первым персонажем будет Делюк. Да, это Делюк. Сделать активным. Так. В начале каждого раунда нам нужно бросить 8 элементальных дайсов. Костей. Огонь. Каждый дайс соответствует одному из элементов. Будем их тратить на наши действия. Окей. Подтвердите результат броска. Что у нас тут? Это что за значок? Это дендра? Нет. Огонь. Вода, электро. Это дендра. И чё? Когда фаза броска закончится, начинается фаза ходов.
В этой фазе нужно тратить элементальные дайсы, чтобы выполнить различные действия. Конечно, самое распространенное действие — это использование навыков персонажа. Котоня. Выберите элементальный навык Дилюка. Элементальный навык Дилюка расходует пира. 3 штучки. После выбора навыка будут выбраны соответствующие элементальные дайсы, которые придется потратить. Понял. Элементальный навык наносит пироурон 3 единицы. При третьем использовании этого навыка в каждом раунде наносятся дополнительные 2 единицы урона. Понял. Атакуйте противника с помощью огненного натиска. Атакую. Туда. От противника. Неплохо. Вот и первая успешная атака. Во время фазы хода оба соперника по очереди совершают действия. Когда ты ударишь навыком, ход перейдет к противнику. Бум. А когда противник закончит свой ход, мы сможем нанести новый удар. Что это такое? Универсальный дайс. Это универсальный дайс, и можно расплачиваться вместо других элементов. Поэтому мы их потратим вместо 2 пира. Попробуй. Давай. Бум. Все. Неплохо, неплохо. Однако одного противника победили. Но это только начало. Запомни, нужно победить всех противников. Уф. Кстати, а почему ты бьешь как маленький? Хотелось бы нанести удар, но у нас больше нет подходящих дайсов. Придется объявлять конец раунда. Когда вы объявляете конец раунда, то вы не сможете выполнять никакое действие до следующего раунда. А когда все объявляют конец раунда, то можно будет перейти к следующему раунду. Объявить конец раунда. Конец раунда. Так. Ход противника. Противник объявил конец. Понял. Раунд 2. Отлично, начинается новый раунд. В новом раунде нужно заново бросить дайсы. Только так хватит элементов на разные действия. Так. Да, ну и бросок. С такими дайсами навык Дилюка не использовать. Но ничего, здесь нам поможет правило повторного броска. В каждом раунде можно выбрать ненужные дайсы и выполнить их повторный бросок. Окей. Ну, на 1 удар Дилюка есть. Фаза ходов начинается с игрока, который первым объявил конец предыдущего раунда. Другими словами, раз твои действия заканчиваются первыми в предыдущем раунде, то этот раунд начинается с тебя. Ну, логично. Хорошо. Хорошая возможность, чтобы изучить энергию и взрыв стихии. После каждого использования навыка персонаж получает 1 единицу энергии. Ага. В прошлом раунде мы использовали навык дважды, поэтому накопили 2 единицы энергии. Когда Дилюк заполнит энергию до конца, то сможет использовать взрыв стихии. Нам не хватает еще 1 единицы энергии. Раз так, давай используем обычную атаку. Обычная атака Дилюка расходует 1 и 2 любых... Расходует пироэлемент 1 и 2 любых других элемента. Ага. Ну давай пиро и вот так. Так. За обычную атаку тоже дают единицу энергии. Спасибо за подписку. Так. Все, у меня теперь есть взрыв. Мы накопили 3 единицы энергии, и у нас достаточно дайсов. Пришло время использовать мощный взрыв стихии. Давай. Взрыв стихии наносит пироурон 8 единиц. О, он сразу отлетит. Возникает пироинфузия. Пироинфузия. Физический урон персонажа с этой картой превращает в пиро.
превращается в пира. В 2 раундах. Короче, дот вешается. О, тут да. Дай шейкер, патимейкер. К следующему противнику. Теперь я сам, я так понимаю, буду, да? Я слышу Дайсон. Сфера Дайсона. В священном призыве 7 нужно использовать несколько карт персонажей, чтобы создать отряд. Поэтому теперь пришел черед 2 карты персонажа Кая. Попробуй, пора действовать. Давай. Действия Каи потребуют немало крио-дайсов. Катания. Окей. Угу. Ни разу не подкручено. Чистый рандом. Наносит крио-урон, да, я понимаю. Когда наносишь врагу крио-урон, он дополнительно подвергается эффекту крио. Понял. Звучит логично, опять же. А что делает крио-эффект в этом случае? Отлично, теперь враг под воздействием крио. Самое время изучить элементальные реакции. Да, самое время на 32-м ранге. Атака различными элементами подвергает врага разными эффектами. Если определенные эффекты совместить, то возникает элементальная реакция. Сейчас враг находится под воздействием крио. Попробуем добавить к этому пиру. Для этого нужно сменить персонажа. Точно, у каждого из игроков всегда есть один активный персонаж, а остальные персонажи считаются неактивными. Так, активный персонаж, окей. Проще говоря, только активный персонаж может использовать навыки. А если нам нужны навыки кого-то еще, то этого персонажа нужно сделать сначала активным. В нашем случае придется сначала сделать активным Дилюка. Это забирает ход? Чтобы сделать другого персонажа активно, нужно потратить любой дайс. Ну давай. Прикольно. Смена персонажа, как использование элементального навыка, завершит твой ход и позволит действовать противнику. Все-таки завершит, ё-моё, это больно. Большинство навыков работают только против противников активного персонажа. Как видишь, враг атаковал Дилюка. Хорошо, раз Дилюк у нас активный персонаж, давай используем его элементальный навык. Ну давай. Если использовать пиро-урон по противнику, который уже находится под воздействием крио, то произойдет элементальная реакция таяния. Реакция таяния нанесет дополнительно 2 единицы урона. Так можно нанести врагу огромный урон. Элементальная реакция в священном призыве 7 это очень круто. Давай. Туда его. Все, отъехал пацан. Так, давайте с карточками персонажей разобрались. Теперь будем изучать другие виды карт. Давайте я быстренько прочитаю, что было в чатике. Какая нежная девочка. Привет, Макс, привет всем. Привет из ада. Можно не нажимать на каждый дайс, а зажать мышку и провести. Понял. Как дела? У меня все нормально, как твои дела? Здоров, Тенра, можно вопрос, как ты сделал такую графику? В смысле, то, что она насыщенная, это NVIDIA Broadcast. Так. Эти карты называются картами действий. В начале каждой дуэли нужно вытянуть из колоды 5 карт действий, чтобы сформировать стартовую руку. Так. Пайман! Там есть Пайман. Что делать? У нас нет подходящих дайсов, чтобы атаковать противника. Так можем... Привет. Провести, все, понял. Я думал, выберется квадратиком, нужно вот так провести, все окей.
Ну как так? Снова ни одного подходящего дайса не выпало после повторного броска. Но ничего, даже в таком случае можно провести атаку. Для этого в руке должна быть карта действия. Не стоит недооценивать потенциал карт действий. Они могут усиливать персонажа и помогать ему различными способами. Например... Я хочу взять Пайман. Чтобы сыграть картой действия, нужно потратить 2 вот этих штуки. Они где? А, это рандомный, видишь значок? Это значит, тебе понадобятся дайсы одного и того же элемента. Любые, да? Для использования других карт может понадобиться черные. Требования к черным не такие строгие, подойдет дайс любого элемента. Черные кубики, ромбики. Когда дойдем до них, тогда рассмотрим подробнее, пока просто сыграй эту карту. Давай. Вытянуть. Бум. Чтобы заплатить указанную цену, нужно потратить 2 дайса одного типа. Окей. Вот Гео. Я же выбрал. Они были выбраны. Разыгрывание карты действие из руки считается быстрым действием и не заканчивает текущий ход. Понял. Проще говоря, можешь использовать карту действий и играть дальше. Ну что ж, теперь у нас есть клинок, давай им воспользуемся. Правда, Дилюку нужно целых 3 пира, а у нас даже одного нет. Значит, пока ознакомимся с элементальной гармонизацией. Ты можешь выбросить одну карту из руки, чтобы поменять элемент у одного из дайсов на элемент активного персонажа. От этой карты сейчас нет толка, поэтому ее можно использовать для элементальной гармонизации. Ну давай. Бум. Вот эту. Так. Прикольно, это удобно. Бывает так, что ты не можешь выполнить действие, потому что тебе не выпали нужные дайсы. Но в священном призыве 7 надо поддерживать ритм битвы, а не цепляться за отдельные карты. Поэтому давай просто потратим эти ненужные карты на элементальную гармонизацию. Элементальная гармонизация также считается быстрым действием. Скорее используй элементальную гармонизацию и получи 3 дайса пира. Давай. Подожди, Пайман? За что хейт Пайман? А, нет, белую кисть. Угу. Теперь у нас достаточно дайсов, чтобы использовать огненный натиск. Туда его. Все. Был пацан, нет пацана. Нормально, спасибо, все так же болею. Блин, не надо, поправляйся поскорее. Нельзя болеть. А то бан. Ух ты. И последнее. В настоящей дуэли ты сможешь поменять свои начальные карты. Окей. Для этого нужно просто выбрать любое количество карт и отправить их обратно в стопку. А затем вытянуть из нее такое же количество новых карт. Окей. Выберите цыпленок в медовом соусе и собор Фавонио. И сколько раз так можно делать? 1. Окей. После подтверждения начальной руки оба игрока должны одновременно выбрать своего стартового активного персонажа. Этот парень непрост. Ой, он какой классный. С ним надо покончить как можно скорее. Посмотрим, как ты справишься. Не забудь выбрать начального активного персонажа. Так, он камень. Лед. Ну, давайте его. Погнали. Теперь мы сами, да? Ща мы их разнесем. Как бы это сказать? Можно всех посмотреть? Так, есть один. Как же плохо. А у тебя неплохо идет. Научу тебя еще одной хитрости совершенно бесплатно. Ты можешь предсказывать колоды противников, вернее, считывать их намерения. Это что, читы? Узнать намерения противника. Видишь, тут показано, что противник собирается
что собирается делать противник в этом раунде. Но физически, но это только против компа работает. Все ожидаемые ходы противника в этом раунде будут перечислены здесь. Окей. Сверяйся с данными с этим списком и продумывай ответные шаги, чтобы с легкостью победить соперника. Вот и наше обучение. Вот и все наше обучение. Ступай вперед и завоюй себе славу. Окей, ваш ход. Так вот. Мы можем. Это что такое? Талант использует навык. Крио дайс. Это Крио. Пира. Навык пира расходуется 1 пира. Но я не смогу ударить. Давайте мы... А Пайман что делает? Получаете универсальный элемент. Они же бесплатные. Ну, я вот это... Нет, а можно я вот это и вот это поменяю? Крио я оставлю. Это Анема же, ё-моё. Так. Так. Все, у меня теперь все в этих. Беда. Так, теперь. Что мы делаем? Мы кидаем на тебя... Выберите персонажа, которому вы хотите экипировать эффект. Ему. Тебе нужно 2? Он пира, и ему еще далось пира, и теперь он пира-пира. Пира-пира-пира. Так, что, меч. Мечом его бьем. Вот так. И добавляем тебя, и вот так. Минус 4, погнали. Даров Тенра можно вопрос... так, это я ответил. Постараюсь, это правильно. Так. Я хоть и болею, ем мороженку. Я привет. Тебе забаню. Привет. Так вот, и что происходит? Что мы теперь можем? Это что? Криво. А можно обменять? Нет дайсов. У меня конец хода получается. Конец раунда. Угу. Айзадр говорит, за что? За мороженку. Ах да, еще кое-что. В каждой финальной фазе ты можешь взять 2 карты из стопки карт действий. Чтобы победить, нужно правильно использовать дайсы и использовать карты действий в руке. Нянь, говорит Тарт. Айзадр говорит, оно вкусное. Да, это Каи. Так, вот это мы оставляем, вот это мы меняем, да? Ну, Крио мы можем оставить на всякий... Да хотя... Ну ладно, оставим. Ой, как нехорошо. Так. Вот это дать Каи? Просто он же у меня не активный, и есть ли в этом смысл? Нянь говорит, да. Блюдо. О, хилит. Но он заберет... кого заберет? Можно отхилить? Вот. Больше элементальных частиц. Ну вот. Что? Сашав говорит, есть смысл ударить. Нет необходимости платить... нет необходимости. Просто, если я его сейчас поменяю, это же заберет мой ход. Я могу на него тогда повешать. Вот так. Потом на него повешать вот так. И потом поменять персонажа, да, на него. Он у меня сейчас под пиру, я его дам Крио, будет таяние, как мы выучили недавно. Меняем. Ход противника. Ай. Мой ход. Сюда. Бум. Таяние, да, неплохо получилось. Согласен. Ваш ход. Так. Я ничего не могу сделать? Конец раунда. На самом деле, я сейчас могу любую плюшку ему просто дать. Вот у меня как раз 2 Крио.
Я ему сейчас просто стукну разочек, и все, он отлетит. Правильно? Крио урон 4 единицы. Все, парень, ты закончил свой ход. Все. Победа! Выйти. Так, я вас отключаю. Ой, а ютубчик-то отвалился. Да, ютубчик? Что с вами не так? Секунду. Кажется, я знаю, почему ютубчик отвалился. Сейчас, секундочку. Так, я сначала попробую сделать вот так. Одну секунду, сейчас чатик. Да, ютубчик мертв. Мы сделаем вот так, вот так и вот так. И проверим снова. Так. Сейчас. Что теперь ютубчик скажет? Я что-то не понимаю. Угу, вот ютубчик. Угу. Не скажу, что я понял, что произошло с ютубом. Ну ладно. Надо будет искать. Так вот. Священный призыв семерых — это захватывающая дух карточная игра. Собирайте свои колоды из карт персонажей и их действий, вступайте в яростные сражения с противниками и побеждайте их в честном бою. Фаза броска. В начале каждого раунда вы бросаете 8 элементальных дайсов. После броска у вас есть один шанс выбрать любое количество элементальных дайсов и перебросить их. Элементальные дайсы. Каждый элементальный дайс имеет возможность, может иметь любой из 7 элементов. Крио, Гидро, Пиро, Электро, Анема, Гео и Дендро. Кроме того, есть универсальный элемент, который может использоваться вместо любого другого. Элементальными дайсами оплачиваются различные действия. Использование навыка. В фазе хода можно, заплатив элементальными дайсами, использовать навыки активного персонажа, чтобы атаковать активного персонажа противника. Победите всех персонажей противника, чтобы выиграть партию. Смена персонажа. В фазе хода игры можно потратить один элементальный дайс любого типа, сменить активного персонажа. Розыгрыш карты. В фазе хода вы можете потратить элементальные дайсы, чтобы разыграть карты действий. Карты экипировки усиливают определенных персонажей, тогда как карты поддержки постоянно предоставляют усиление. Карты событий немедленно атакуют... Что? Были карты усилений? Карты событий немедленно... активируют однократные эффекты. Элементальная гармонизация. Во время фазы хода вы можете использовать карты из руки, чтобы изменить тип элементальных дайсов. Одна выброшенная карта позволит поменять элемент у другого из дайсов, например, активного персонажа. Объявление конца раунда. После завершения действий в текущем раунде вы можете объявить конец раунда. Игрок, который закончил раунд первым, будет первым ходить в следующем раунде. Когда оба соперника объявляют конец раунда, они берут по 2 карты и начинается следующий раунд. Ну вот, это основные правила. Как вам, все понятно?
Мы сейчас были в режиме приключения, который лучше всего подходит для новичков. Священный призыв семерых можно играть дуэлями, когда в колоде у каждого соперника есть 3 карты персонажей и приключениями, когда в каждой комбинации карт соответствует определенный уровень. Но правила везде одни и те же. Если вы их уловили, никакой пьяница, требующий сыграть с нами партию в карты, вам не страшен. Да, осталось еще много нюансов, с которыми мы... Что такое? Ко мне котик пришел. Много, с которыми нам предстоит разобраться, но основные правила понятны. Да, инструкция вправе весьма... О! Дилюк, здрасте. Да, инструктаж и правда был весьма подробным. Не думал, что прославленная бармен из таверны Кошкин Хвост владеет еще и таким талантом. Ой, ты откуда здесь взялся? Ты была так увлечена рассказом о правилах игры, что даже не заметила, как я пришел. Надеюсь, я вам не помешал. Нет, нисколько. Пайман даже шагов не слышала. Интересно, и что ты здесь забыл? Кошкин Хвост, часть винной индустрии Манштата. Естественно, что таверна сотрудничает с нашей винокурней. Так, секунду, ко мне котик пришел. Вообще-то я пришел, чтобы обсудить кое-какие дела с Маргаритой. Она ушла. Если хочешь отыскать ее, тебе стоит поторопиться. Ничего, мы с ней поговорим в другой раз. На самом деле, меня сейчас больше интересует эта карта, которую вы играли во время инструктажа. Погоди, это карта? Карта персонажа Дилюка! Я немного знаком с игрой «Священный призыв семерых», но такую карту вижу впервые. Эту карту несколько дней назад оставил на барной стойке один из посетителей, но сам он не играл. Да? И что это был за посетитель? Я никогда его раньше не видела, но на глазу у него не было... повязки, кожа белоснежная, взгляд суровый. За весь вечер он не сказал ни слова, только сидел, молча и пил. Вот оно что, повязка. Это Кая. Я хотела описать полную его противоположность, но проболталась. Да, ты описала прям противоположность. Простите меня, капитан. Не переживай, я думаю, он уже не доставит тебе неприятностей. Значит, карта персонажа Дилюк... Ничего страшного, это всего лишь карта с моим изображением. Я не ожидала, что господин Дилюк тоже знаком со священным призывом семерых. В последнее время эта игра стала довольно популярна, правила у нее весьма любопытные, так что время от времени я тоже играю в священный призыв семерых с посетителями Доли Ангелов. Может, сыграем партию? Да, я и сам хотел, но когда кто-то оставляет карту с твоим изображением в таверне Кошкин Хвост, это наводит на некоторые мысли. Время позднее, мне нужно отыскать кое-кого и подробно допросить. Тенра, сыграем с тобой в другой раз. Договорились? Да, мне пора откланяться. Давай. Дверь... Где дверь, тебе известно. Эх, капитан. Надеюсь, с капитаном Кэем ничего не случится. Да, Тенра. Раз мы теперь знаем правила, давай сыграем с тобой в священный призыв семерых. Новички, которые только что прошли инструктаж, решили устроить дуэль. Очень интересно. Но для настоящей дуэли вам нужны 3 карты персонажей. Да, в колоде может быть 3 карты персонажей и 13 карт действий. Давай воспользуемся моими картами. Они были среди тех, что я получила в посылке. Я не знала, зачем они нужны. Но после инструктажа Дионы, понимая, что это карта персонажей Сахароза. Получается, у нас с тобой есть по 3 карты персонажей: Кая, Дилюк и Сахароза. Ну что, Тенра, устроим дуэль? Слушаюсь и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. Как это? Да, давай приступим к дуэли. Понял. Типа равная дуэль. Кто кого? Стартовая рука. Что это такое? Сработает только если из ваших персонажей был
а подвержен в этом раунде. Повержен. Я не думаю, что кто-то будет повержен. Хотя... Нет, оставим. Поменять. Это что? Вот это нам точно не нужен, когда персонаж разыгрывает карту, талант использует навык. На самом деле, я вот это немножко не понимаю. Привет, ты опоздал, да, чуть опоздал. На 2 часа, правда? Ну да. Так, что там было в чатике? Угу. Здорово, Тенер, можно вопрос как-то... Так, жесткий, спасибо. Так, тем уже не болеет расстрел? Да, тем расстрел. Ты знаешь Дюка Фокса? Дюка Фокса? Нет, я говорю про Фокса, моего знакомого Фокс. Врубил твой стрим на 75 дюймов на насыщенности. YouTube обделили. Не-не, ты знаком с Делюком? Так, это я уже ответил. YouTube не работает, да, починил. YouTube даже не отображается, да, починил. Пришлось скачать VPN на ком, чтобы войти в игру. Я скачал. Так, не пиши такого. Ты, знаешь, я ответил. Чек, здравствуйте, пойду на YouTube, давай. Все, я тут. YouTube, вы тут, YouTube тут. Все. У меня вопрос. Я не совсем понял по поводу вот этой карты. Она дает моему персонажу дополнительный элемент дендроатаки, я правильно понимаю? Я, короче, оставлю эту руку. Захар Мельник говорит, те крути крутки. Еще нет. Кирору говорит, Ютап не тут. Ютап тут. В отличие от приключений, дуэль — это битвы между двумя игроками. В дуэлях ваш противник тоже может использовать карты действий и брать новые карты во время финальной фазы. Кроме того, противнику также придется тратить элементальные дайсы на действия, а еще вы не можете смотреть намерения друг друга. Все понятно? Тогда пора сыграть мощную партию. Мешает потребление дендродайсов. Так, нет, оно тебе уменьшает потребление дендродайсов. То есть дендроатак? Я просто вот это не понял, это вроде не раскрыли. Сашав говорит, у тебя нет дендро-персонажей в отряде, поэтому эта карта бесполезна. Нет, я думал, что можно кинуть, допустим, на своего персонажа. Кисел говорит честно, мне не нравится эта игра. Не могу. Блин, ну ладно. Так, давайте, кто она, сколько у нее атака? А почему я не вижу атаку? 3, 1, 4. Это сколько нужно этих? Я не вижу атаки. Я не хотел. Я хотел посмотреть оно в само. Ой-ой-ой-ой-ой. А Сахароза, она анема. Спасибо за подписку. Окей. Киевил говорит, как вообще играть в эти карты в Геншине. Я пока в процессе. Сашав говорит, копейщиков у тебя тоже нет. Я выбрал ее, надо было, понятно, он мой друг, поэтому подумала, что это он. Нет, копейщики, зачем? Говорит, это же... стрелочку начать можно. Цель недоступна. Карты экипировки. Сашав говорит, так, и увидеть, сколько урона наносит. Перетащите эту карту, чтобы сыграть ей. Говорит, и еще мое мороженое приготовилось. Подожди. Выберите вот тебе, к примеру. Говорит, буду пробовать да, сейчас. Теперь он дендро, он нанесет дополнительный дендроурон, правильно? Да, +1 обычными атаками. Фризер говорит, я лично, как в начале своей игры прошел обучение в картах, так дальше и не заходил в них. Так. Подожди, я зря это сделал, да? И вот это я не могу, да? Окей. Ладно, Делюк. Бей ее. Бум! Туда ее. Она просто сменила. Смотрите, я же не могу бить вот этого персонажа, да? Я оставлю Делюка, но я уже не смогу сходить, поэтому мы делаем конец раунда. Угу.
Кирару говорит Джиз. Я забыла про существование этой игры Хаббит. Так. Криво хорошо. Это хорошо, вот это мы меняем. Раика говорит, Да. очень вкусно получилось. Что Эндрюс приготовил, говорит, у рассказывай. тебя бесплатная карта есть, разыграй. Бесплатная карта? Санатамик говорит, для меня сложные такие карточные игры. Не могу, цель недоступна, потому что серьезно? Это что такое? Санатамик говорит, тут нужно понимать стратегию. О, ваш текущий активный персонаж получает 1 единицу энергии. Это хорошо. Мы сейчас ультанем, значит. Окей. Есть. Плюс. Мы можем сделать обычную атаку. А почему мы не можем вот эту атаку? Нам не хватает. Но у нас есть Пайман. У нас есть Пайман, который... Подожди. Универсальный элемент мы получаем. Разыграть. Вот. 2 штучки. Теперь, значит, мы можем сделать вот эту атаку в него. Туда его. И что ты будешь делать, пес? Сашав говорит, тебе на ульту не хватит. А, точно. Ну не, подождите, сейчас же конец раунда будет. Я могу на самом деле сделать ему еще просто тычку, но тогда он сделает конец раунда. Нет, я сделаю конец... Да. Я хотел сделать конец раунда. Хотел сделать конец раунда, понимаете? Да, я понимаю, что ход мой. Блин, это первая игра, не ругайте меня. Говорит Тенра, в этих картах артефакты и оружие, как в открытом мире. Угу. У тебя в отряде нет ни копейщика, ни лучника, просто сливай их на смену элемента Все дайсов. понял. Понял, принял. Так, вот это я все меняю. Сейчас будет ульта. Ай. Блин, не умирай только, мне нужна ульта. Так, ты. Лукарь. Меняем. Гармонизация. Ты. Гармонизация. Так, есть огонь. Это что такое? Когда персонаж разыгрывает карту таланта или расходует навык, расходуется на 1 гидра дайс меньше. Это мне тоже не надо. А это что такое? Так, перемещается с максимум 2 неактивных персонажей к активному персонажу. Что? Не понял. Перемещается с максимум 2 неактивных персонажей к активному. Энергия перемещается? Можно подробное описание, Сашав как это говорит, работает? не стоило все переделывать в пира. У тебя следующим ходом Делюк умрет. Да, я понимаю. Минус 8 сделает. Так она еще не оправдана много. А, нет, нормально. Но у меня есть как раз карта Сашав воскрешения в говорит, итоге. эти пира дайсы станут ненужными. Эндрюс говорит, потратил все на пира. А пира перс сейчас умрет. Этого не было в моих расчетах. Килур говорит Тенра, Ау. как твоего кота зовут? Кысыч. Подождите, вот это что делает? Только если один из персонажей был повержен в этом раунде. Добавляется 1 единица энергии, которую можно разыграть в одну карту. Это еще не конец. Понял, принял. Смотрите, на самом деле я могу все равно ударить Сахарозу. Санатамик говорит, это если у тебя не заполнена шкала энергии для ульты. Эта карта ворует энергию у персонажей, у которых есть. Пира заплатить пикс. Я же плачу Раика пира. говорит, говорю же, мороженое. Бум. Мороженку. Вкусно тебе. Конец. О, меч. Килур говорит, крутой Кысыч, любит Тиари. Да. Кисел говорит, вкусно гаду. Ага. О, хорошо выпало. Нормально, нормально.
Ход противника, ну давай. 吸引 Бум. の開始 Как это понимать? これでキャラクターを一人倒したね Так, вот эту карту я хочу попробовать. Да, она дала на Сахарозу. Окей. Потом вот это. Я вот не понимаю, что это, я просто применил. Требования не выполнены. Я думаю, что вот эта штука перемещает вот это с другого персонажа на активного. Это что? Что это? Талант использует навык Анема. А я кто? Я же Анема. Который нужно... Я не понимаю, это мне даст больше атаки или не Кисел даст? говорит Тенри, а чё за фигня с коммент Килаа? Там была лапка какая-то. Я не понимаю, о чем ты. Вот. Ты не мечник, у тебя книга используется, да? Выберите персонажа. Экипировать ему. Ага, у него увеличился урон, да? Меч путешественника. Персонаж наносит на 1 единицу урона больше. Угу. Так, давай-ка мы шлепнем ее чуть-чуть. Ой, и ему -1 прилетит. Неплохо. 安全距離 Кирору говорит, это лайки так отображаются в виде лапки. А, да, когда вы в ТикТоке лайкаете, то ваше последнее сообщение бьет лапкой. Вот. Имейте в виду. Кисел говорит, кого ты там шлепаешь. Тихо. Вот это что? Это я не... Тихо-тихо, ульта же есть. Мне не хватает. Давайте обменяем ее, чтобы ульты. Мне нужно всего Саша 3. говорит, артефакт уменьшает потребление дайсов, а оружие увеличивает урон. На Анема. Аки говорит Вот. Тенра, Ау. будешь проходить Сталкер 2. Нет. Так, большой воздушный дух. Когда персонаж или помощник вызывают реакцию рассеивания, конвертирует... Так, подожди, не. 2 единицы урона, количество применений 3. Не понял. 無双の風 На 3 раза ударит. Это дот повешался. Сейчас она просто будет фигачить им. Понял. Так, конец Кисел раунда. говорит, а когда Сатис начнем обещанный? Не обещанный, неправда. Кирору говорит, о, это Аки, который Ленке 10 монет кидал? Да, это он. Здравствуйте, Аки. Раика говорит, Тенра, скажи, я нормальная на улице, снег лежит, а я мороженое кушаю. Нет, это ненормально, тебе бан. Такое. Ход противника. Сейчас тебе еще от меня прилетит собака. Он Кирору тайне говорит, мне вот сделал. Тахил, какие 10, я же 10 написала. Он... Раика говорит, и ты чё, я же шучу. Так. Книга. Вот. Мы ее применяем на тебя. Говорит Тенра, привет. Спасибо за подарочек. Привет. Кисел говорит, чё? Алло. Я мороженое в любое время года ем, правда мое любимое на другом конце города. Выберите персонажа вот этого. Окей. Кушай, кушай, мать. И теперь мы бьем его. Бей. 630の指揮ユニット Сюда. Все. まだ調整する Сахароза отлетела. Какой непредвиденный поворот. У тебя конец раунда, а у меня не конец. У меня не конец. Бум. Туда. Кирору говорит, почему твоя приложуха 1000 как 10 читает. Я Точка. сделал... Эх, придется твои ошибки исправлять в коде Polish Light Skin Tone. Я убрал, чтобы она удаляла все повторения. Для тех, кто там пишет много одинаковых смайликов или вот такое что-то одинаковых слов, она удаляет, оставляет только одну копию. Так, я вас выключаю. 同じキャラカード Карты персонажа у вас были одинаковые, но... У нас были одинаковые, но все равно... Но я все равно проиграла. Наверное, не до конца разобралась с правилами. Выбор карты сложная штука. Если бы можно было сделать так, чтобы неактивные персонажи помогали активному. Сахароза, так не бывает. Если проиграла, надо просто признать поражение. Это одно из правил поведения за игральным столом. Да, я понимаю.
Трудно с этим смириться, но я и правда проиграла. Тенра, это был очень интересный поединок. Ты тоже здорово играла. Оказывается, Сахароза тоже бывает трудно смириться с поражением. Проигрывать никому не нравится. И даже в исследованиях я всегда расстраиваюсь, если эксперимент идет не по плану. Тем более, что рядом такой превосходный алхимик, как господин Альбедо. В алхимии в экспериментах нет ничего не смыслю. Но мне кажется, что расстраиваться неправильно. Это как в карточной игре. Проигравшему хочется отыграться. Чтобы отыграться, начинаешь упражняться в технике, составлять подходящую колоду. Да, одержать победу, опираясь на свою удачу, технику и опыт – самая большая радость в игре. А если человек раз за разом проигрывает? Это и правда неприятно, но люди, которые после проигрыша снова бросаются в бой, сильнее тех, кто сразу сдается. Да, Диона права. И вообще, Сахароза, ты отлично играла. Судя по вашему поединку, ты вполне сможешь одолеть, по крайней мере, восьмерых наших загильдяев. Завсегдатаев. Что это такое? Да, это был замечательный поединок. Спасибо. Жаль, конечно, что я оказалась слабее, но играть в священные призы всемирых было и правда очень интересно. Я рада, что тебе понравилось. Если хочется снова сыграть в священный призы всемирых, приходите в таверну. Я всегда здесь. Ой, я вовсе не предлагаю сыграть со мной, просто тут приятная атмосфера. Я буду приходить. Хорошо. Ну что ж, с новыми правилами вы теперь знакомы. Мне пора вернуться за барную стойку. Если Шуюнь научится смешивать хорошие коктейли, таверна станет еще популярнее, а мне это совсем не на руку. Ты что, говяные напитки делаешь? У меня много дел, ведь мне предстоит разрушить винную индустрию Манштата. Так, ты против Делюка конкретно, да? Так что, если будут вопросы, обращайтесь к Шуюню. Понял, принял. Косыч! Мя. Так, ладно, куда мы идем? Мы идем на выход. Путите. Надо уже заканчивать стримчик, поэтому вот так. Мы сейчас покрутим. Что у нас есть? Это что? Мы так на самом деле и не пощупали, как это называется, где? Задание легенд, но уже время, поэтому извините. Так, это задание, это задание. Это что? Так, тихо. Вот. Потом, что у нас тут есть? Достижения у нас есть. Ага. Вкусняхи. Кость-тан-тан. Окей, спасибо тебе большое за мишку-обнимашку. Спасибо большое. Шалунишка. Так. Сюда. Что это? Справедливый раздел. В кабинете появились новые наклейки весьма оригинальной расцветки. Если я не ошибаюсь, на них нарисованы торты. Я уже поблагодарил Мелюзин, но настоящие торты, в частности такие же, как на наклейках, появляются в крупной, в купонной столовой. Думаю, лучшим ответом будет разделить этот сюрприз с друзьями. Два самых больших куска я оставлю тебе и Пайман. Учитывая ваши заслуги, это будет справедливо. Кстати, недавно среди конфискованной контрабанды оказалось кое-какие материалы, которые могут оказаться тебе полезными. Если пока они тебе не нужны, всегда можешь зайти и посмотреть остальные. Спасибо. Вкусняхи. Вот. Итак. Что у нас еще? Катерина мать.
Мы с тобой же разговаривали. Да, мы забирали. Так, включаю. Пока. Тенра, ты крутой. Спасибо. Мне интересно работать. Непонятно. Завсегдатый, это импишка. Мы, Тенра, должны 3 минуты. Вы уже должны все 9 минут. Крутить, да. Да. Кисел говорит, это из города Гидра. Мы здесь все собрали, мы все сделали. У меня же больше дополнительных примагемов нигде нету. Поэтому мы сейчас просто покрутим. Я напомню, мы надеемся, во-первых, часку, но это прям нереально. Но выбить Сахарозу, я ее прям возьму в отряд, прям стопудово. Так, тут у нас ничего нету. Поэтому окей, крутим. Пиу. Эндрюс говорит чек. Раика говорит, сколько еще стрим будет. Все, это конец. И вечером Сюда! Ей, Сахароза, привет! Спасибо, что ты выпала. Нужна. Сашав говорит, удачи. Она классная. Кирилл Спасибо. говорит, тебе часка не выпадет. Я в курсе. Аня Мика говорит, поздравляю. Спасибо. Аня Мика говорит, Кирилл говорит, нифига Сахароза. Сюда, еще сахарка мне Есенис Майк прилетела. говорит, здоров. Привет. Сахар. Есенис Майк говорит, это Жека. Кисел Хорошо. говорит, что? 2 сахарозы. Вкусненько. Получается, она у меня уже будет C1. Кисел говорит, это как? Что не так? Раика говорит, ко мне только что в чате другого стрима подкатил парень. Беда. Кирору говорит, офигеть, давай теперь как Дорис 6 сахарозов. Аки говорит, читер. Да какой читер? Видите, теперь ничего не падает. Все. У нас есть сахароза. Этого я и хотел. Это у нас говорит, есть. 1 и церемониалка равно 3 ешки подряд. Это хорошо. Раика говорит, почему беда. Сахароза. Повысить уровень. Ёщ. Давай. Так. Она Кисел прикольная. говорит, я, кстати, раньше был мейном сахара. Так. Повышаем. И еще... Ой, мы еще можем ее возвысить сюда. Кон. Она у меня 50 уровня. Одобряю. Так. Забираем халявную круточку. Получить. Так, артефакты. Быстрая экипировка. Экипировать. Кирору говорит, таланты. Созвездие. Открываем. Увеличит количество зарядов навыка эксперимент на 1. Окей. Где она? Ты. Оружие. Что мне ей поставить? Сменить оружие. Скажите, пожалуйста. У меня есть вот такая песень Кисел странника. говорит, кстати, да. Почему Тенри таланты Кодекс не качает Фавония. вообще? А у меня нет ресурсов. Кодекс Фавония или Кисел песень говорит, странника? мастерство. Мастерство. Так, это крит урон. Восстановление энергии. Кирору говорит, церемониальные. Блин, они Кирору заняты. Ну, я у говорит, Барбары мемуары заберу. вроде. Или вот, я у Нахиды заберу, потому что она не использует. Сменить. Да. Эндрюс говорит, церемониалка. Все, взял. Улучшить. Блин, мне не хватает этого. Сувенирная лавка Манштата. Давайте посмотрим. Мне нужны вот эти цепи, Кисел кандалы. говорит, либо Восстанова, либо мастерство. Таланты. О, могу повысить. До 4 ударов эссенция ветра, наносящий анема урон. Короткое заклинание, наносящее анема урон по площади, на которое тратится говорит, определенное фишку. количество выносливости. Атака при падении, наклонив энергию. Так, ну окей, это понятно. Бум. Сюда. Все. Кирору говорит, стой. О, создает маленького воздушного духа, Кисел который говорит, притягивает к себе ульту качай врагов. фишкой Ола. А это что, не ульта? Я не знаю. Кирору говорит, беда. Что, я сделал плохо? Кирору говорит, 2 и 3 качай. Первую не надо. Ну почему? Эндрюс говорит, стой. Поздно. Эндрюс говорит, качай 2 и 3 таланта. Все, я понял, я совершил ошибку. Говорит, привет. Привет, спасибо за Кисел подарочек. говорит, это ешка. Так, как у нее? Кью у нее выглядит как бабочка. Так, таланты.
Вот это качать, да? Сахароза бросает колбу с нестабильным реагентом, который создает большого воздушного духа. Он непрерывно притягивает предметы и врагов поблизости, подбрасывает врагов в воздух, нанося им анема-урон. Спасибо за подписку. При контакте с элементом гидро, пиро, крио или электро большой воздушный дух наносит дополнительный урон с этим элементом. За каждое использование навык может поглотить только один элемент. Понял. Сахароза давала имена каждому из своих нестабильных анема-гипостазисов, но их семейное древо выросло намного крупнее 893. Кирару говорит, я тебе в ТГ объясню почему. Понял. Бронов-зайчиков. Окей. Бум. Неплохо. Ирина Клепикова говорит, ты же закончил. Что закончил? Создает маленького воздушного духа, который притягивает... Так, окей, вот это качаем. Все. А это что такое? Взрывная... Вызванная сахарозой реакция рассеяна увеличит мастерство соответствующего элемента остальных членов отряда. Но не у сахарозы. Это пассивка, я так понимаю, да? Ирина Клепикова говорит, она бьет в принципе анема. Ой, какая она классная. Не, уже скоро закончим. Надо ее на превьюшку брать, по-любому. Кстати, надо превьюшку сделать. Во-первых, что это такое? Забираем. Стоп. Еще что-то было. Что это? Вот это. Вот это. Опыт. Я теперь опытный. Получить. Вот. У нас есть одна халявная Кисел круточка. говорит новый мейн Тенри. Ну не мейн, ты так не говори. Эндрюс говорит сувениры, блин. Сувениры? А, точно. Око сознания. Окей. Ой, а у нас есть еще одна круточка, получается. Вот сюда. Нет, пустую. Изумрудный Кисел шар. говорит, а покажи око, что дает. Секунду. Сменить аватар. Че, мне новая аватарка? Сахароза, ну да. Именная карта. О, мне же, да, за репутацию дали. Использовать? Что значит использовать? Это фон. Все, я понял, принял. Так, оружие. Сменить. Вот это. Она дает силу атаки. Я думаю, это не то, да? Хотя выглядит прикольно. Но на самом деле ей вот эта книжка прям идет. Она прям даже визуально к ней подходит. Кисел говорит, не фигня. Я тоже так думаю. Так вот. Что я хотел сделать? Вы мне сбили... Нам нужно купить наручники. Так, Кирару говорит, на Сахарозу не надо атаку. Здравствуйте, вы тоже интересуетесь алхимией? Хочу воспользоваться верстаком. Конечно, никаких проблем. Кисел говорит, ты хотел стрим на час продлить. Нет. Ты тебя забанил. Здравствуйте, заходите к нам. Мы продаем отлично, только качественные товары за честную цену. Серьезно? Что вы продаете? Выбирай с умом. Это ингредиенты. Варенья нету. Мимо сувенирки пролетел. Вот здесь, да? Кирару говорит, мимо сувенирки. Все, Маджори. Приветствую, каждый товар здесь по-своему уникальный, поэтому мы не торгуемся и не возвращаем деньги. Изучить товары. Посмотри сама, дай знать, если что-то понравится. Кандалы. Обменять. Обе. Давай. Мы можем ее прокачать теперь. Кисел говорит, почему возвысить. озвучка так имбово читает Кирару. Подожди. Оружие улучшить? Да, вот, оружие можем. Сюда. Оно у меня теперь самое мощное будет? Календарь говорит, у тебя ТикТок умер. ТикТок умер? Нет, они молчат просто. Тенра для воскресенья это слишком рано. Я еще в кровати. Чтоб ты понимал, Кирилл заканчивается... Говорит, нет, он тут. Заканчивается стрим, уже 2 часа назад он начался, поэтому прости. Теперь нужны модные кандалы. Можно создать. Давайте создадим.
Модные кандалы. Чтобы держать в подвале. Кисел говорит, ладно, пока я пошел фильм досматривать. Давай. Огонь, Он вода, говорит, земля и ветер говорит, сотворит для привет. меня то, что я желаю. Привет. Нам нужны модные кандалы. Кирару говорит, у тебя нет ресов, что создать. Вот они. Что ты хочешь? А, они хотят обычные кандалы. Серьезно? Ну и ладно. Классно. Классно. Паутинка говорит, приветики, smiling face with open hints. Приветики. Блин, а может быть мне теперь поменять последовательность? Кирару говорит, иди превью делай. Да, надо превьюшку делать обязательно. Куда мы пойдем? Где-нибудь красиво, ветрено, потому что Календарь Сахароза у нас кто как хочет ветерок. обычные, а не модные кандалы. Да не говори. Ой, а может вот сюда? Ой, а может вот сюда? Сейчас мы найдем какое-нибудь классное место для превьюшки. Что-то типа того. Фото. Эндрюс говорит, модные каналы для БДСМа. Угу. Так, мы сделаем вот так. Мы сделаем вот так. Календарь Ёш. говорит, можно же находиться в подвале с модными, а не с обычными, Во. ну вообще. О, идеально, идеально. Ты такая молодец. Еще и течет, она потекла. Не грусти, у тебя все получится. Сейчас я дождусь еще одного действия. Ну, анимации какой-нибудь. Можем пока поговорить. Календарь говорит, ахахахахах. Тихо. Ну давай, сделай что-нибудь. 外の空気は久々。 Ладно, давай F2 нажмем. Ну блин, тут так мало эмоций на Кирилл самом говорит, деле. Ола, дядь ей 15-17 лет. А, ой. Сашав говорит, Тенра, ты можешь качать персонажей до 60 Смотри в уровней. камеру. Эндрюс говорит, пошел работать, всем удачки. Давай, давай. Во, во. Давай, молодец. Делай, все получится. Ты сможешь. Ну, почти. Все. Ну что, чатик, вот мы и закончили. Давайте я вас вырублю. Сделаем Фризер вот так. говорит, Эндрюс, удачи. Все. Всем большое спасибо за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши подарки. И самое главное, что провели это время со мной. Серия была прикольная, насыщенная, сделали кучу полезностей. Следующая серия будет про сюжет. Вот. Так что, как-то так. Все. Всем пока. И как всегда на прощание, нарары. Давайте, пишите пока мне, пишите пока чатику. И я выключаюсь. Ну, Сахароза прям топ. 6308式ユニット。安全距離確認。 Давай, Дахи, собирай пока. Собирай ресурсы. Сейчас новые эмоции покупаются в театре воображарием. Что? Huawei говорит пока. 3. Все, сейчас я собираю и выключаю. Все. Халява. Календарь говорит, будет вечер. Стрим? Может быть. Может быть. Посмотрим. Пока не знаю, если что, я в Телеграме сделаю анонс. Все, всем пока. Давайте, пока-пока. Так, Twitch, YouTube, как всегда, с вами отдельно. Пока-пока.